Приветствую! Давайте изучим интерфейс Xuse AI Tool версии 1.2.2. Это программа-посредник для обработки ваших фотографий с помощью искусственного интеллекта в Xuse Cloud. Мы видим окно настроек. Мы можем изменить путь для хранения временных файлов. Например, если у вас Windows 11 Home, то чаще всего профиль находится в облаке OneDrive. Если вы видите OneDrive в пути к кэшу, то настоятельно рекомендуется перенести папку в другое место. При плохом интернете вы получите дополнительные задержки из-за синхронизации профиля. Здесь мы можем выбрать язык интерфейса, тему оформления. Параметр «Пауза перед чтением» важен, когда у вас файл синхронизирует какой-то другой программой с горячей папкой AI Tool. То есть, например, у вас файл создался, был обнаружен AI Tool, но он не может быть прочитан, так как еще не дописан, это может вызывать ошибки в работе. В этом случае рекомендуется увеличивать интервал. Или другой случай. Ваша фотобудка пишет файлы сразу в AI Tool. Гость сделал снимок, файл сохранился, но гость, увидев результат, нажал «Переснять», и файл удалился. То есть файл в базе уже есть, а прочитан быть не может. Это также вызовет ошибки. В данном случае рекомендуется ставить интервал больше, чем интервал, который дается на повторную съемку. Необходимо выбрать ближайший к вам сервер. От этого зависит скорость обмена. В логе мы видим, что прослушивание обоих портов успешно запущено. Если там будут ошибки запуска прослушивания, то необходимо изменить номер порта. Для веб-интерфейсов обычно используются порты в диапазоне 8000-8999. Это ссылка на галерею модерации. О ней мы поговорим позже. Первый раздел – это генерация из текста. Мы выбираем папку, в которую будут сохраняться результаты. Выбираем соотношение сторон генеруемого изображения. Без коинов изображение будет с ватермарком. С коинами – без ватермарка и будет иметь приоритет в очереди. Далее два поля – промпт и отрицательный промпт. В промпте мы описываем то, что обязательно должно быть на изображении. В отрицательном промпте мы перечисляем то, чего точно не должно быть на изображении. Промпты обычно строятся по следующему принципу: через запятую сначала идет описание основных объектов, затем стили, второстепенные объекты, дополнительные модификаторы, например, цветовые тона или освещение. Много примеров промптов можно найти в интернете. Достаточно открыть Google и найти Stable Diffusion и Excel Prompts. Ниже два поля для быстрого ввода из ранее использованных слов. Оба запроса отправлены на сервер. Результат получен. Откроем папку с результатами. Следующий раздел – генерация с использованием фотографий. Можно создать множество пресетов, каждый из которых будет содержать свой промпт, и они могут быть все одновременно активными. Каждый пресет должен иметь свою горячую папку. И часто путает пол или возраст людей, поэтому рекомендуется с помощью промпта подсказывать ему, кто именно изображен на фотографии. Например, Man, woman, teenager. Первая строка – это горячая папка для премодерации. Фотографии в ней попадают в веб-галерею, где мы можем выбрать пресет, с помощью которого будет обработана данная фотография. Также мы можем модерировать результаты. При активации данной опции фотографии попадут в папку с результатами только после утверждения оператором. Существует 4 режима обработки фотографий. Фейк-фото в этом режиме и перерисовывает фотографию в соответствии подсказкой, максимально сохраняя лица людей, то есть лицо копируется практически без изменений.
Исходная фотография является референсом, то есть из нее берутся лица людей, формы объектов, цвета, композиция кадра. В этом режиме есть три подрежима: обработка фона и тела, обработка только тела, обработка только фона. В этом режиме лицо на финальном изображении может выглядеть немного инородным, но зато максимально сохраняются черты лица. Здесь также мы указываем папку для сохранения результатов, но кроме того еще указываем горячую папку с исходными фотографиями. Вводим промпт, отрицательный промпт и выбираем соотношение сторон. Если выбранное соотношение сторон и соотношение сторон исходной фотографии не совпадает, то фотография кадрируется. В режиме, как в исходнике, кадрирование производит к ближайшему подходящему соотношению сторон из указанного списка. Следующий режим – Deepfake фото. В этом режиме производится замена лица персонажа на случайной фотографии из папки с источниками на лицо с фотографией из горячей папки. Замена производится одного лица. Для замены лицо должно хорошо читаться, то есть оба глаза, нос, рот должны быть хорошо видны. Четвертый режим – удаление фона. Максимальный размер фотографии в данном режиме 4096 пикселей по длинной стороне. Все фотографии большего размера будут автоматически уменьшены. Очень простой режим. Он просто удаляет все, что посчитал за фон, и сохраняет PNG с прозрачным фоном. Также мы можем сразу заменять фон на случайный из указанной папки. Давайте посмотрим. Делаем пресет активным. Копируем фотографию в горячую папку. Вот фон, который мы взяли. Мы получили прозрачный PNG. А также получили фотографию с новым фоном. Наиболее интересный режим – веселое фото. В этом режиме и создает новую фотографию в соответствии с подсказкой. Исходная фотография является референсом, то есть из нее берутся формы, цвета, композиция кадра. В этом режиме существует настройка соотношения влияния исходной фотографии и промпта на генерируемое изображение. На текущий момент можно выбрать Light, референс важнее промпта, Medium, важны и референс, и промпт, Hard, промпт важнее референса. И рисует новую фотографию с новыми персонажами, а затем алгоритм переносит черты лиц людей с исходной фотографии на новых персонажей. Лица для замены должны хорошо читаться, то есть оба глаза, нос, рот должны быть хорошо видны. Давайте посмотрим, как работает этот режим. Я буду использовать карикатурный промпт. Делаю обе предустановки активными. Сохраняю настройки, иначе не появится выбор пресетов в премодерации. Открываю страницу премодерации, сейчас она пустая. Копирую две фотографии в папку для премодерации. Выбираю соответствующий пресет для каждой фотографии. Фотографии отправлены на сервер. Оба результата получены. Так как у нас включена модерация результатов, то фотографии сразу не сохраняются в папке с результатами. Открываю страницу модерации. Одну фотографию утверждаю, а другую отправляю на повторную обработку. Теперь результат меня устраивает, утверждаю фотографию. Эти фотографии появились в папке с результатами. Для того, чтобы печатать или отправлять данные фотографии, необходимо использовать другое программное обеспечение, например, KSUZ Sender. Устройство KSUZ Sender в этом видео я не буду описывать. У меня уже есть готовый пресет, где я указал в качестве горячей папки, папку с результатами AI Tool. В пресете у меня настроена отправка на почту, загрузка с помощью локальных ссылок, а также настроена печать на вертикальных листах 2:3 с кадрированием. Я захожу в галерею и вижу свои фотографии. Визуальная иллюстрация разницы между режимами есть на сайте KSUZ.
В данной вкладке отображается лог всех запросов на обработку фотографий. Спасибо за внимание.